Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу для вас провести общий расклад Таро. Какой мужчина круто, резко и кардинально, изменит вашу жизнь. И даже мы попробуем посмотреть не только некую информацию или обстоятельства, связанные с поиском вашего мужчины, но еще его имя и фамилию посмотрим, посмотрим все, что может касаться вашего будущего. Начнем мы с того, в каких энергиях вы сейчас пребываете, что происходит в вашей жизни, кто пришел на расклад. Этот расклад больше, конечно, для женщин, на мужчину, на любовь, на отношения. Такой таро-прогноз на будущее в преддверии Нового года. Но вы можете гадать на своего мужчину, на любимого человека, на того, который есть, и, может быть, получить какие-то советы, подсказки, инсайты, может быть, даже лайфхаки для того, чтобы немножечко, прояснить, может, отношения. Но все-таки это больше такой расклад медитативно-ченнелинговый, где мы настраиваемся на будущее и формируем слои своей новой альтернативной реальности, более лучшей, может быть, где-то более совершенной, более позитивной, чем она есть здесь и сейчас. Итак, давайте посмотрим, что карты Таро скажут вам о вас, что происходит в вашей жизни. Смотрите, вы человек такой, который хочет предвидеть, Вас можно охарактеризовать человеком, который хотел бы планировать, предвидеть будущее, предвидеть какие-то последствия. То есть вам нужно рассчитывать, планировать, и вас можно назвать человеком, принцессой, или жрицей, давайте, жрица приоритетов. То есть, если взять на ситуацию, то вам важно сейчас расставить приоритеты, что для вас в вашей жизни больше важно, например, поиск того же самого мужчины или партнера, или может быть обучение, например, или может быть саморазвитие, самореализация, или может быть жизнь для себя, к примеру, то есть, или обучать кого-то, или обучаться самой, вот в таком стиле. Поэтому, на раскладе у нас человек, как минимум, который любит предусматривать наперед. Вот вы любите погадать, действительно, вы, скорее всего, не просто так залетели на расклад, случайно. То есть вы целенаправленно смотрите, развиваетесь, именно используете даже карты Таро как таро-терапию для самопознания. Это очень круто. Не так, чтобы просто снять стресс, а именно развиваетесь. И как минимум вы любите планировать, как-то что-то себе, может быть, надумывать, и это не есть ни хорошо, ни плохо, просто это у вас, это качество, оно есть, а уже второй вопрос, как вы им пользуетесь. Окей. Давайте еще посмотрим что-нибудь о вас, что скажут карты Таро. И действительно, смотрите, здесь есть такой, как ведьмин котел, и компаньон. Вы действительно, во-первых, ищите спутника себе, то есть, опять-таки, не просто так нашли это видео, поскольку интересуетесь мужчиной, интересуетесь партнером, и вы человек-компаньон, а если о вас, то вы компанейский человек, то есть вы можете себя в компании неплохо чувствовать. Вы, в принципе, потом можете эту компанию оставить и быть в стороне над компанией, и наблюдать за ней, но вы человек, по сути, сам компанейский, и вам действительно компаньон, мужчина, вы и гадаете на него, и сам поиск мужчины вам уже он своевременный, своечасный, кажется, Окей, давайте еще посмотрим. Тоже, что видят в вас и о вас говорят Таро карты.
Потерянный мир или крадник мира или украденный мир, так, эта карта так называется, она с одной стороны. С другой стороны, вы где-то чувствуете себя немножко не в своей тарелке. Вот у меня такое ощущение из этих двух карт, да. Вы хотите тут и предвидеть, и найти партнера, а здесь возможно, ну, по этой карте. Или у вас, может быть, что-то забрали, да, вы что-то потеряли. Но смотрите, тут всегда в общем раскладе вы можете видеть две стороны карты, да. Светлая сторона карты и темная. С одной стороны, у вас, может быть, что-то украли. С другой стороны, вы что-то, может быть, взяли себе. И, может быть, находитесь в состоянии либо обделенном из-за того, что ваш мир теперь принадлежит кому-то, да. Ну, например, да, как это выглядит. Вашего мужчину украли, да, увели из семьи там, и так далее. То есть варианты разные могут быть. Либо вы могли где-то побыть над компанией, да, и что-то взяли себе из этой компании, да, не предусмотрели чего-то, просчитались, да, и вот сейчас пользуетесь такими результатами, да. И так может быть. Смотрите, что ближе к вам, можете поставить на паузу и написать: мне эта карта украденный мир или потерянный мир, она вот резонирует там-то, там-то. Это тоже часть вашей проработки. Давайте еще посмотрим еще пару аспектов, как вас видят карты Таро, да, и что происходит в вашей жизни сейчас. Ну, вы смотрите, это как бы карта, которая символизирует вообще саму колоду. Это женщина в тотальном контроле, да, в собственном тотальном контроле или в всецелом контроле, всесильном контроле. Вы стремитесь к контролю над своим миром, над самой собой, давайте так скажем, и над своим окружением. Но вы хотите стабилизировать свой мир. Вы действительно, вот эта вот карта, она очень пересекается. Вы человек не слабый сам по себе, склонный к управлению, повелеванию, к манипуляциям, да, вот управлению, ну, манипуляция как управление. Ну, женщины вообще склонны к манипуляциям и управлению. Они такие носительницы некого такого хаоса, да, по двойке всегда. Но, тем не менее, вы стремитесь вот этот хаос, да, которым является, в принципе, женщина, да, где-то, в какой-то степени, вы его хотите контролировать, да. Все-таки Witch это еще и ведьма, да, а по задумке самого автора это ведьма, которая контролирует, да, по сути. Поэтому, ну, где-то вы сейчас находитесь не в самой лучшей позиции. Центральная карта у вас потерянный мир, да. То есть либо вы себя в этом мире потеряли, либо свой мир потеряли, да. Понимаете, да, как вот оно работает. А как минимум вы все равно стремитесь найти, все равно стремитесь сделать, навести порядок в этом мире. Вот эти вот состояния, в котором вы находитесь, или они вам присущи, или доминируют, или вам их не хватает, они влияют на то, какой мужчина к вам притягивается. Ведь мужчина — это противоположность женщины, да. То есть если у нас в картах Таро мужчина — это архетип света и это маг, да, то жрица — это архетип темноты. И если мужчина — это архетип логики, то женщина — это архетип эмоционального, хаотичного. Вот поэтому здесь и хаос, поэтому не спешите там сильно резко как-то там реагировать на эту карту. В каждой женщине есть элемент вот этой вот темноты или ведьмы, поэтому, ну, часто вот обижаются, да, зрительницы особенно, потому что, ну, вот я же не розовый таролог. А ведьма есть ведьма, да. Ну, давайте еще посмотрим, как вас видят карты. Ну, и вы такой человек, который умеет фантазировать, умеет мечтать. Кстати, загадывайте желание, чтобы ваша мечта осуществилась. Можете написать эту мечту или просто написать в комментарии. На 11 часах я загадала себе мечту. Здесь это 20-й аркан, выглядит оно так прекрасно. Смотрите, вы человек, который действительно умеет мечтать.
Вот, и, ну, немножко, может быть, вы склонны, как любая ведьма или как любая женщина, стремящаяся к тотальному контролю, или всецелому, к розовым очкам. Здесь вот розовые очки символизируют вот эти розовые ленты, да, полосы этим. Тем не менее, у вас есть мечта, и, ну, хотя бы должна бы быть, да, вот она в будущем у вас, поэтому она как минимум должна бы быть, это ваша мечта, чтобы, ну, как минимум ваш процесс контролирования, да, вот предвидения, контролирования, он реализовывался, ну, и, возможно, знаете, вот у меня такое, вы не могли предвидеть, не могли предвидеть по каким-то обстоятельствам, что у вас либо что все заберут, либо вы все потеряете, либо взявши себе что-то не свое, вы лишитесь, может быть, чего-то более важного, а именно самого себя. Да, вот иногда можно взять себе что-то не свое, из-за чего потом лишаешься самого себя. Слышите, когда работают карты с вами сейчас? Поэтому вот центральное состояние говорит о том, что вы, может быть, находитесь в такой ситуации, что вам и мечтать-то не о чем. Или не мечтается уже, или баланса контроля нету. Да? Это вот все-таки ваше состояние, вот эти две карты, это состояние будущего. А вот это здесь и сейчас. А это прошлое ваше состояние больше. Да? Вот это присуще прошлому. Это доминирует в настоящем. А вот это могло бы быть в будущем. Поэтому у вас вот как в женщине открывается ведьма, открывается мечтательница, там, женщина, которая пользуется какими-то глубинными своими качествами. Это женщина мягкая достаточно, это мягкость. Где-то это может быть, ну, я не говорю, что это будет прямо на материальном уровне, там, поэт, да, ну вот такой почему-то у меня идет поэтесса, это раз. Может быть, это где-то художница, вот что-то такое, да, вот мягкость какая-то идет вот отсюда. Но это в будущем. Сейчас вы переживаете действительно некий кризис застоя, где, ну, может быть, фантазируете о том, каким будет ваш мир новый. Новый мужчина, новый мир, новая страна, там, новый дом, новая квартира, все. Обновление должно быть. Почему? Потому что здесь карта достаточно кризисная. Да? То есть вам революция, она в принципе, ну, в принципе, она нужна. Но революция не в плане что-то вот прям все взорвать и сжечь, да, вот есть такой принцип революции. А революция это просто перемены. То есть и перемены, и вот разбор завала какого-то вам нужен. Вот видите, у меня идет вот этот завал, да, здесь камни эти. Разбор завала, да. Разбор завала это еще, знаете, в психологии это идет разбор вытесненных каких-то проблем, которые вы откладываете, они накапливаются, и в конечном итоге они вам не дают ни баланса, ни возможности мечтать, ни идти вперед, потому что, почему так? Потому что вы всю энергию на себя тратите и, ну, тонете в своем болоте, условно говоря, в своем подвале, в своем завале находитесь. Ну окей, давайте посмотрим. Первый вопрос, где вам, вот мы будем по картам, по вашим, да, о мужчине теперь пойдем, вот из тех эманаций, которые проявляются, где вам искать вашего мужчину? Где вам искать вашего мужчину? Подсказки такие пойдут, инсайты, да? Так, The Bard of Trust, да, то есть Bard правды. Я немножко припрячу эту карту, она немножко тут у нас открытенькая такая. Бард правды это певец правды. Ну, смотрите, как можно сказать, где искать мужчину? Там, где вы чувствуете правду, это раз. Это средства, где много общаются, где много читают, где много достоверной информации, где есть средства массовой информации. Это общественные места тоже. Там, где есть музыка, ну, по этой карте, видите, у нее арфа есть.
Там, где есть животные, это могут быть всякие парки, всякие заповедники, да, может быть что-то связанное с искусством, может быть что-то связанное с животными, как, ну, в разных их аспектах, да, то есть это может быть и магазины, и может быть и лекарни, да, больницы, и может быть даже может быть вода, да, потому что у нас есть лебедь. Лебедь белый может быть для вас что-то означать, что-то чистое, это может быть с очищением что-то связано, да, например, ну не знаю, какая-нибудь мойка, клининги и так далее, да, понимаете, то есть вот эти бард правды вам будет как бы знаком, куда идти, и у вас может быть даже будут какие-то знаки, ну а какие знаки, опять-таки музыка, чувства, общение, стихи, информация, да, вот такое вот, животные. И, ну, что это может быть? Может ли это быть интернет? Ну, если вы считаете интернет как бы источником правды, то да, конечно, но, смотрите, в интернете интернет это хаос, да, это считается как бы, раньше это вообще было такое понятие всемирная информационная помойка, да, но все равно там что-то новое есть, поэтому как минимум, если вы в интернете ищете, ваш источник должен быть проверенный и правдивый, да, вот есть авторитетные источники, да, вот, ну, к примеру, на ютубе есть каналы, которые, ну, серьезные, а есть несерьезные, да, вот кто-то там профессионально занимается, кто-то как любитель занимается, ну, вот точно так же вот и поиск своего партнера должен быть. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Компаньон, да, что за группа людей, или где-то в группе можно искать этого человека, потому что, ну, мы все люди, социальные существа, да. Давайте посмотрим, в каком коллективе лучше искать этого мужчину. Если он и в коллективе, да, на какой коллектив стоит обратить внимание. Но не обязательно искать, да, он-то сам вас найдет. Он сам вас найдет только вот в этих состояниях. Эти состояния, вот это, оно мешает вам, чтобы он вас нашел. Вам сюда надо стремиться, окей? В какой компании его искать? Ну, смотрите, здесь как бы изгнанник, да, или изгнанница. Там, где вы еще не искали. Или там, где вам трудно искать. Или там, где или куда вас не пускают. Вот там его надо искать. Поэтому не где искать, а в каком состоянии вам, наверное, надо искать его. Состояние изгнанницы — это когда вам, по сути, терять нечего, и где-то в состоянии отчаяния некоторого. Понимаете? Вот даже почему-то у меня идет здесь отчаяние. Здесь у нее и даже филин, беспокойство некие, да, сова на плече. И она вплывет в лодке от каких-то берегов. То есть, во-первых, там, где вы не искали еще, да. То есть это все места, которые уже отличаются от того, где вы искали. Это может быть на лодке, это может быть за пределами той страны, где вы находитесь, да, за горизонтом, за границей, да, за пределами города, пределами страны. Ну и нужно действительно понимать, что вы ничего не теряете. Когда вы изгнанник, да, вас теперь уже ничего не связывает. Вот. И может быть с прошлым вам не сильно нужно, ну вот, чтобы создать что-то новое, да, старое должно что-то уйти. То есть вам нельзя цепляться, возможно, за старое, да. То есть вот эти состояния. Поэтому где искать? В новой реальности все-таки, видите, вот эти две карты, они не просто так вам здесь упали. То есть действительно нужно, вот, чтобы ваши мечты и ваша иллюзия, она укрепилась, да, она структурировалась. Это что такое? Цементация, да, вот такая материализация слайда намерения, да, или визуализация, а потом материализация, да. Поэтому давайте так, ищите вашего мужчину там, где еще не искали, в состоянии некого такого отчаяния, но
Это отчаяние, оно, видите, оно же здесь есть, мы вот прям к нему и приблизились, мы его еще не покинули. Ну, то есть, как бы здесь понимать надо где-то или осознавать, что вы никому не должны, вам терять уже нечего, да. И, ну, давайте я вот так скажу, вам должно быть такое состояние, наплевать на других, что об этом скажут, как это выглядит. Вы просто вот в активном поиске. Все, но в новом каком-то месте, в новом мире. Вот так. И для этого, возможно, нужно и переносить себя физически в новый мир. И создавать себе этот новый мир сперва иллюзорно, а потом уже структурировать его в материю на уровне магическом, да. Ну, потому что ведьма тут есть, женщина здесь будет работать с магией. Рано или поздно, да, как бы вы ни крутились, если вы находитесь в поле эзотерики, карт Таро, рун, гаданий, прорицаний, ясновидения, вы рано или поздно попадаете сюда. Хорошо. Есть вот потерянный мир, да, и есть что-то утраченное, да, что-то кто-то потерял, да. И мы смотрим сейчас на мужчину. И я не могу сейчас пока, вот мне не приходит структура до сих пор, как можно связать нового мужчину с утраченным миром. Давайте просто выложим карту и посмотрим, что утраченный мир говорит о мужчине, о новом мужчине, да. Вы знаете, новый мужчина и утраченный мир вам говорят: ты должен просто искать, тебе нужно искать мужчину, чтобы с ним что? Кайфовать, получать от жизни удовольствие. Ну, кто у меня был на терапии, тот знает, да, проходил, что для чего человек приходит в этот мир. Для того, чтобы получать удовольствие и радость, научиться это получать. Потому что мы приходим не только для того, чтобы получать страдания. Особенно вот религиозные эгрегоры нас учат к этому, да, приводят к этому в конечном итоге, да, что ты там должен отстрадать, да. Ну, а некоторых эгрегорах там еще подключают политические какие-то моменты, отстрадать и того, да, туда, уйти в загробный мир. Вот здесь наоборот, вот смотрите, разрушенный мир, и новый мужчина вам говорит: ищи меня и создавай новый мир для того, чтобы ты радовалась жизни. Во. И это уже говорит о многом. То есть тогда таким образом, смотри, прямо появляется свет, да, вот такой вот где-то, да, и ты начинаешь ощущать эту негу, да, негу и тепло нового мира. Но твоя игра должна начинаться новой, видишь? Здесь еще нет фигур, у тебя должно быть новое поле для шахматной игры, чтобы было куда расставлять эти фигуры, да, своей новой игры, от которой ты будешь получать удовольствие. Даже если ты проигрываешь, ты все равно получаешь удовольствие от игры, поэтому тебе нужно научиться получать удовольствие от жизни. Неважно, выигрываешь ты или проигрываешь. Здесь есть проигрыш некий, да. А здесь возможный выигрыш. И здесь возможный выигрыш. И здесь осуществление мечты. Поэтому новый мужчина и новый мир говорит: учись кайфовать. И с новым мужчиной уже тогда ты будешь кайфовать под солнцем, да. В новом Эдемском саду. Может быть, это будет какой-то другой сад, да? Не Эдемский, да, какой-нибудь ботанический. Окей, давайте посмотрим теперь дальше. Какая тайна у этого будет мужчины? С какой тайной вы столкнетесь, приближаясь к этому мужчине? С какой тайной вы столкнетесь? Или какую тайну и загадку мужчины вам нужно разгадать, чтобы... но чтобы, может быть, стать ближе. Вы можете также смотреть эту карту как тайну, которую вам стоит хранить, как женщине, да, или какую тайну вам не надо разгадывать для мужчины. Но все-таки мы гадаем сейчас вот этот слой на мужчину, поэтому я буду интерпретировать больше как тайну мужчины, а вы уже на свое усмотрение. Итак, давайте посмотрим.
Ну, смотрите, сирена очищения или сирена податливости, да, или... ну, это податливость все равно, это вот доступности, вот, сирена доступности. Ну что, тут какая тайна? Его тайна, тайна доступности. Возможно, он ищет недоступную женщину. С одной стороны. Но если ваша тайна, тоже вы свою доступность должны хранить в тайне все-таки. Поэтому давайте я так скажу. Здесь мне идет такой поток, что ваша доступность, да, вот она может быть как бы изначально не казаться такой, как она есть. То есть где-то это неприступность, и где-то это свои границы все-таки больше. Вот. Это вообще доступность, карта доступности, но доступность в тайне есть неприступность, понимаете, я об этом. Поэтому тайна мужчины, ну, он ищет где-то для себя женщину такую с характером. Да, она должна быть, может быть, он ищет-то мягкую, он ищет в конце концов женщину. Но, знаете, есть разные женщины, но вот женщина без характера ему не нужна. Вот. Что рога, да, это умение защищаться все равно. И здесь есть доступность, но этот свой как бы мир она будет защищать. То есть в конечном итоге он ищет верную женщину с характером, и которая готова даже бороться и отстаивать свой мир. То есть подсознательно все равно этому мужчине нужна будет такая за спиной защита, да, вот, ну, любой человек ищет, не хочет, чтобы ему сзади ударили, поэтому, ну, верность и надежность, честность, вот такое вот почему-то идет здесь, да, в дополнение к этой доступности, которая в тайне. Поэтому, может быть, сразу там, как бы открыть все карты, все козыри выбросить, да, сразу открыться, ну, возможно, и не стоит открываться этому мужчине. И это он будет ценить, да, он постепенное открытие, медленное такое, да. Ну, эта карта очень медленная, но это тоже процесс такой, да. Рогатый, это о чем, да, я вот сопротивляюсь, да, открытию чего-то. О чем мечтает и будет мечтать настоящий мужчина, которого вы ищите, да, и притягиваете себе. Знаете, есть такой анекдот хороший, ну, не знаю, как он вам понравится или нет. Приходит клиент к парикмахеру, а она ему говорит: как вас постричь? А он ей говорит: постригите меня молча, да. О чем он мечтает? Keeper of silence, да, то есть хранительница молчания, да, и он ищет тишины, да, вот есть песня такая про тишины, которую хочу, да. И вот хочу тишины. Вот и он хочет, чтобы ему было спокойно. То есть этот мужчина ищет спокойствия, уюта, затышку, да, украинскую затышку. Он ищет себе вот партнершу тоже для кайфа, да, необычную партнершу, не похожую, такую как бы уникальную какую-то. Ну, не сильно может быть и многословную, такую, чтобы, знаете, не вкручивала рога в голову, да, это раз, и не трепала мозг. Ну, здесь о тишине, да. И где-то это о чистоте, да, то есть вот эта чистота, да, у нас она, которая вот была в прошлом, да, который стремится, да, и которая может быть где-то в каждой нотке или в нотках каждой карты, да, проявляется. Здесь вот такая вот именно чистота почему-то идет. Ну, а она где берется? В каждой карте, да, накапливается. Это тишина, чистая, те колебаний воздуха, нету колебаний воды, чувств, да. То есть, по сути, мужчина мечтает о таком чистом молчании и чистом покое. Вот здесь по этой карте. Ну, его мечта. Окей. Хорошо, давайте, какая главная черта его характера?
мы посмотрим теперь, да, вот такие союзные карты, да, главная черта его характера. О, это настоящий лев. О, прекрасно. Ну и будучи львом, он, во-первых, стремится к тому, чтобы им управляла мудрая женщина, умная женщина. Действительно, здесь рогов никаких нету. И льву никакие рога не нужны. Поэтому здесь и о доверии, это раз, ну, само собой. И о умении быть в союзе, в таком, да, в политическом союзе, да, в физическом союзе и даже в экономическом, во всем, на всех уровнях, да. Где-то подсознательно любой лев будет подчиняться человеку, да, поэтому черты характера: он ценит все человеческое, он уважает, он благородный, сильный, страстный, сексуальный, да, и, ну, агрессивный, если вы будете неправильно пользоваться своим жезлом. А что такое жезл? Это символ управления мужчиной. И вообще это мужской символ, да, это фаллический символ. То есть, если вы будете неаккуратно им управлять, он вам откусит, ну, может быть, руку в лучшем случае, а может быть и голову откусит. Поэтому будьте осторожны. Поэтому его черты характера доминирующие львиные. Поэтому можете обращать внимание на, как минимум, здесь у меня почему-то идет, ну, первое, да, пока что по знаку зодиака идет лев. Да, это может быть и овен, потому что рога у нас вот здесь вот уже есть, да, это овновые рожки, но они пока что идут на инсайтах у нас. А сейчас мы только перешли, да, о мечтах там, да, о каких-то, а сейчас мы уже конкретно о мужчине говорим, уже больше о его конкретике. Поэтому на львов, особенно львы, особенно вот козероги и, ой, извините, львы, овны и стрельцы пока что. Вот первый знак зодиака прям огненный знак. Окей. Хорошо, давайте посмотрим, откуда он вообще, этот мужчина, да, откуда он. Ну, почему здесь я спрашиваю так? Здесь общество, а здесь как будто изгнанник. Откуда он идет, да? Из какой среды? Из какой среды идет? Ну, здесь, вот, видите, помните, я говорил об очищении, да, вот каждая нотка, в нотке каждой карты есть очищение. Вот оно вот рвалось тут наружу. Ну, во-первых, он придет к вам из, как птица Феникс из пепла, да. Может быть, это утро, это утренний знак больше, это не ночной знак. Это возрождение всегда, это явление света через тьму. Он, скорее всего, идет к вам с севера на юг, вот так вот, да, с севера на юг, и с востока на запад этот мужчина идет, вот так, с севера на юг и с востока на запад. Ну и этот мужчина может прийти из тех краев, где постоянные перемены какие-то, трансформации, может быть революции. Феникс часто о революции, о смене, да, каком-то. Это страна такая динамичная, но может быть в ней и война, да, или война и революция. Вот такие вот. Но как минимум он из тех краев, где очень сильные яркие перемены идут в вашу жизнь. Вот такой вот мужчина. Ну и еще, учитывая то, что птица Феникс, он может прилететь к вам даже вот так вот еще. Окей. Теперь давайте посмотрим вопрос. От чего или почему он такой кайфовый, да? Вот что в нем самое кайфовое, какое качество характера, может быть, или, ну, сам по себе он, да? Почему он такой? Чем он вас зацепит? Вот это вот момент. Чем он вас зацепит? Это муза, но она как бы отсутствие музы, да, утрата музы. Он вас будет вдохновлять. То есть он вас постоянно, ну, як українською це надихати, да, вдохновление, да, вдохновлять. То есть поднимать вас, вот. То есть он вам даст вот это такое желание жить в кайфе постоянном. То есть это очень ресурсный человек. Во-первых, с ним будет безопасно. Во-вторых, с ним будет легко.
Он даже может быть такой брутальный, потому что здесь очень много архетипов таких жестких, да, и лев, и феникс, это жесткий архетип феникс. И, ну, волки, да, или волкодавы, они как будто бы, знаете, ну, будут, как будто вы будете постоянно в каком-то ощущении защиты сильной. Тем не менее, он тоже должен быть как-то вот защищен чем-то. Поэтому самое его кайфовое, да, вот от чего вы кайфанете с ним, это, давайте я так скажу, все-таки это состояние на небесах такое, легкая окрыленность, вот она и птица Феникс, да, у вас будет вырастать крылья, да, вы будете себя чувствовать в таком состоянии, как в рекламе Red Bull надає крила, и вы будете как цей пірнати, да. Ні, пірнати це нирять, а цей ширяти, вибачте, да, ширяти, то есть парить. Вот. Хорошо, теперь давайте посмотрим. Вот у меня такой вопрос идет. Что он вам дает, этот мужчина? Что он вам несет в ваши руки? Доступность, да, какая открывается. Ведьма — это открыть, а здесь доступность. Что он вам несет в вашу жизнь, да, приносит? Что вы получаете? Вот видите, вы как будто бы ручки так протягиваете, он вам ложит в руки это. Но смотрите, здесь муза опять и певица все-таки. Что он вам дает? И у меня такое почему-то не только бабочки в животе и вдохновение, но и вообще какое-то такое женское счастье. Вы будете с этим человеком петь. Или появление этого мужчины в вашей жизни введет вас в состояние, вы будете постоянно петь песни, да, вам захочется петь. Но это воодушевление. Он вам дает воодушевление, и этот мужчина, он разбудит внутри вас женщину, оживит внутри вас эту ведьму. Смотрите, интересно, луна здесь, она призрачная, здесь конкретная. И здесь вы ищете это гнездо, а здесь вы получаете это гнездо. И здесь она как будто бы с крыльями, эта женщина, ну как будто бы окрыленная, да. И как она забралась на эту луну. Поэтому вы будете не на 7-м небе от счастья, а на луне от счастья, да, то есть это хорошая, это женская карта, в принципе, и певица заставить, ну, не заставить ни в коем случае, а спонукати, да, это мотивировать женщину петь, это не каждый мужчина сможет. Поэтому, если возле мужчины женщина поет, и в душе, да, и прямо в физическом образе, ну, вы будете петь по-настоящему. Ну, как ходить по дому, или, может быть, на сцене. Или ваша душа будет петь таким образом, что вы откроетесь для себя как совершенно другая женщина, о которой вы даже не знаете. Вот. Ну, и он омолодит вас. Все-таки Луна всегда о циклах женщины, и этот цикл будет более чистый. Вот он, Феникс, и вы станете легче. Вы даже, может быть, если вдруг у вас с весом какие-то проблемы, вы начнете худать. Сядете, например, на диету, но не в плохом смысле сядете, да, а просто будете худать, правильно питаться и так далее, да, то есть ваша жизнь, она будет трансформироваться, и она будет легче, чем была. Что мужчина вам, этот, который идет к вам, никогда не скажет. Его самый большой секрет. Ну, смотрите, здесь хищник, предатор, да? И не будите в нем зверя. То есть, то, что я вам говорил. Если вы его каким-то словом разъярите, ярить, да, ярость, то что я говорил, откушенная рука, в худшем случае голова. То есть он будет скрывать в себе какую-то агрессию. Может быть, она будет прятаться за страстью секса, потому что в страсти секса всегда прячется зверь, помните об этом. Ну,
Вы можете об этом помнить, а можете об этом не помнить, но от того, что вы помните или не помните, этот зверь никуда не девается, понимаете, да? Поэтому хищник, и он будет об этом хищнике молчать, поэтому присмотритесь, пожалуйста, потому что за хищником неконтролируемым скрывается психопат. Поэтому вам важно разглядеть, контролируется этот хищник или нет. Хорошо? Напишите мне в комментарии, на паузу поставьте, пожалуйста. Я услышала и прислушаюсь к этому совету. Ну, это совет высших сил, видите, он тут даже со своей такой, да, как она называется, фирула, да, по-моему, это на голове, или тиара, уже не помню точно, ну, неважно. Хорошо, давайте посмотрим теперь следующее. Это будет любовь или что это будет между вами? Ну, давайте я так скажу. Это будет настоящие отношения между настоящей женщиной, а здесь она откроется этому мужчине и мужчиной. То есть, да, это может быть любовь, и это может быть настоящий мужчина, потому что здесь прям divine masculine, да, прям волшебное мужское, да, или да, необычное мужское. Поэтому, да, это может быть любовью, но как минимум вы будете принадлежать этому мужчине. То есть он будет иметь над вами власть. Но еще раз, третий раз напоминаю о том, что у него за спиной защита. Ну, она как бы есть, эта сила, но вы как тоже часть этой силы, часть этого света можете быть. Хорошо, это может быть любовью. И это может быть тем самым мужчиной. Хорошо. Дальше. Давайте посмотрим просто, что карты скажут без вопросов о нем, да? То есть это без вопросов. Может быть, давайте назовем эту карту, что не обсуждается в этом мужчине, да, что мы не можем поменять. Ну, здесь ритуал, да, какой-то таинственный ритуал, да, или магический, или необычный ритуал. Может быть, он будет на физическом уровне, да, придерживаться каких-то догм и правил, да, и это часть его хищничества, да, такого. То есть он будет от вас чего-то требовать, каких-то ритуалов, обрядов, да. Ну, что это такое, например, там, к примеру, у меня должны быть выглажены все мои костюмы, да, там, смокинги, рубашки там или еще что-нибудь, носки, трусы, это я уже не знаю, что будет, да, то есть ритуалы, или мне нужен постоянно ужин, чтобы он был приготовлен, понимаете, да, то есть будут какие-то правила, которым он будет вас спонукати, схиляти, да, то есть принуждать и мотивировать, может быть, жестко, а может быть и мягко. Этот человек не будет прямо таким уж лайт мягким душкой, котиком. Нет, но вы с ним будете тоже меняться, адаптироваться. Да, да, вы-то умеете львами управлять, но имейте в виду, вот этот вот внутренний зверь, да, который таинственный внутренний зверь, он не даст вам расслабиться, окей? Хорошо. Не обсуждаются какие-то правила, которые он будет, от которых он не сможет отказаться. Почему? Потому что, наверное, это уже зрелый некий мужчина, да, который, ну вот после 40 уже эта структура очень тяжело меняется. А если меняется, то с сильной болью. И не каждый идет на эти изменения в своих правилах. Хорошо. Дальше давайте посмотрим. Что вы будете чувствовать к нему, почувствуете к нему. Ну и вот это чувство, которое может стать знаком, что это именно ваш мужчина. Знак того, что внутри вас, как внутри женщины, да, что вы ощутите, понимая, что это ваш мужчина. Знаете, вы вновь почувствуете себя девственницей. И даже, может быть, вы будете хотеть родить от него ребенка. Здесь как бы жрица чистой девственности. Поэтому, ну, может быть, где-то вы будете чувствовать себя ребенком рядом с этим человеком, поскольку тут окрыление есть, да. А девственность, она не сразу сдача, да, то есть вы как бы будете пытаться хранить эту девственность, да, вот как
девственница ведет себя со своим первым партнером, да, вот так вот где-то вы будете себя ощущать, да, не зная где, что и как, да, вот такой интересный, да, момент выпал, да? Как будто бы медведь сзади, да, вы в этой шубе, да, но тут очень символично, да, вот эти все проявления. Окей, хорошо. Тобто добре. Хорошо, давайте теперь еще посмотрим, чему учит этот зверь, да? Ну, часто это иерофант, с одной стороны, и зачем он идет в вашу жизнь, этот мужчина, чтобы что, помимо того, что мы уже здесь получаем с вами, да? Ну, это как минимум омоложение, это именно кайф, да, это именно умение открываться, сдаваться, поддаваться, да, где-то реализовывать ритуалы, обряды и так далее, да, вот эти вот его хотелки, да. Он учит вас празднику и некому такому братству, может быть, человек даже и семейный будет в плане, что семья у него будет на не последнем месте, то есть там мама, папа, братья, сестры, то есть он научит вас единству и правилу руки, правилу, может быть, правой руки где-то, да, что нужно помогать, нужно уметь поддерживать, защищать и не, знаете, как не отстраняться от мира, не закрываться в какой-то, ну, своей коробочке, что ли, в своем подвале, да, не сидеть закрытым. Доверяться, может быть, где-то миру и получать радость от мира и от движения в этом мире. Будет ли у вас счастье с этим человеком? И на что оно похоже? Ну, смотрите, это какой-то креативный спутник, да. То есть все будет зависеть от того, будете ли вы готовы слышать себя в этих отношениях, слышать его, договариваться, и будете ли вы готовы к чему-то новому. Если да, то да. И сможете ли вы вести за собой и быть членом группы. Да, вот здесь вот эта группа может быть где-то членом семьи. То есть тут... Я понимаю, что вам на всех остальных должно быть наплевать с одной стороны, но с другой стороны где-то мнение окружения вот этой карты на вас будет влиять, да, поэтому, то есть счастье здесь в умении следовать за чем-то новым, уметь быть ведомым, и где-то уметь вести. Вот этот вот баланс вам нужно сохранить. И в этом тогда будет счастье. То есть, ну, по сути, где-то вам попадается мудрый партнер, мужчина, но ваша мудрость, она должна здесь быть тоже сконцентрирована, в которой сосчитаются все качества ведьмы, с одной стороны, а с другой стороны девственницы. Понимаете, да? Вот интересная такая комбинация. И вот как вы чувствуете комбинацию ведьмы-девственницы, да, вот напишите мне, пожалуйста, мне будет интересно послушать, на что это может быть похоже с точки зрения женского, да, вот какой-то женской энергетики. Окей, давайте теперь еще посмотрим, к чему будут вести ваши вот эти вот отношения, куда ведут, во что ведут, к чему ведут эти отношения. Смотрите, этот мужчина действительно кардинально изменит или радикально изменит, или все изменит в вашей жизни, да. Точнее, даже вот можно сказать, что этот мужчина круто изменит все в вашей жизни. Здесь так и написано. Lady of Perpetual Rebirth, да, то есть это женщина кардинально меняющаяся. Поэтому куда это ведет, вот вы себя не узнаете. То есть вы станете совершенно другой. Совершенно другой.
То есть изменятся цвета, оттенки, краски вашего мира. Здесь немножко мрачноватая карта, но она это вот карта, это карта больше уже полного перерождения после смерти, да, вот 14-й аркан, да, он после 13-го, то есть душа, это вот показывает именно перерождение души, что автор здесь немножко как бы руководствовался, закладывал нумерацию арканов, да, старших, ну и поддерживал эту тенденцию, да, то есть делал оракул, карты метафорические для связи, да, и таро и так далее. Ну, неважно, не суть. То есть смысл в том, что этот мужчина, да, вы идете в кардинальную трансформацию. То есть изменяются цвета, оттенки, формы, то, что я говорил, вес меняется и так далее. Может быть, вы даже наоборот поправитесь, к примеру, да, если у вас там была анорексия, вы себя душили, да, ну, понимаете, от чего обычно анорексия, по разным причинам, но как бы это, условно говоря, удушить себя, да. Здесь вы наоборот расцветаете, как бабочка, да, ну, то есть душа расцветает, расслабляется. Почему? Потому что расслабляется, вот оно идет, расслабление. То есть нет, не получится так, у вас, вам себя сжимать нельзя, вам наоборот нужно давать свободу, и за счет этой свободы вы либо похудали, либо наоборот поправились, ну и так далее. То есть вы преображаетесь, понимаете, да? Хорошо. А что вам реально вот может мешать, да, вот то, что в этих отношениях явно лишнее, и помнить об этом стоит, да, вот как такой совет некий. Вы знаете, здесь есть как бы жрица, да, вот такая, вот она вот прямо двойка, да, Story Keeper, да, она же. Во-первых, вам будет мешать прошлое, да, story, ну, прошлое оно вот здесь, да. Может быть, полная предсказуемость вам и будет мешать, может быть, где-то котел и быть над котлом, да, это надменность, это тоже, но я почему-то, у меня здесь идет вот такое, ковыряться в прошлом вам нельзя. И может быть, есть какая-то тайна, которую можно открывать или нельзя. Но вот здесь нужно будет разбираться, нужно вам эту тайну. Может быть, вам просто нужно быть предельно честным, как минимум, с собой и с вашим партнером. Вот скорее всего, вот это у меня здесь происходит. И как минимум не ковыряться в прошлом, ни в своем, ни в его. Поэтому, наверное, какие-то прошлые тайны не говорить ему, а в его прошлое тоже не лезть, и в свое прошлое тоже где-то, может быть, не сильно открываться, да, и быть вот по вот этой ведьме и вот этому какую-то тайну все равно держать в себе, да. То есть, если вы абсолютно все откроете, то это может помешать вам. Если вы углубитесь в прошлое, это тоже может вам выйти боком, да, как говорится. Давайте посмотрим его рост, вашего мужчины, чтобы вы его узнавали. Он высокий или низкий? Ну, высокий. Это высокий человек, но при этом он еще и динамичный. И еще вас скажу, что он любит путешествовать, активно ездить. То есть перед телевизором, условно говоря, дома валяться он не будет. Ну и еще одна карта, которую вам просто хотят открыть высшие силы, и мы перейдем к имени и фамилии. Ну, смотрите, вы психоэмоционально будете подходить друг к другу. И действительно, бабочки в своем животе, как женщина, вы будете от него ощущать. Но вам для этого и нужно сейчас себя подготавливать психологически. То есть психология вам, ну, как элемент ясновидения и момент перерождения вашей энергетики. Потому что женщина — это тонкие энергии, мужчина — это более такие энергии. Ну, они тоже тонкие, но если женщина — это вода, то мужчина — это больше огонь, да, понимаете? Поэтому здесь вам ваш аквариум для бабочек, давайте так скажем, аквариум для бабочек, слышите? Он должен быть подготовлен, слышите, да? То есть карта говорит о том,
Готовь свою психику. А что такое психика? Это энергетика или адаптация под реальность. Адаптируй свою энергию под реальность, и тогда твоя реальность будет давать тебе вот этот прекрасный расклад или его эманации, и будет вот тебя вести к твоему партнеру все ближе, ближе, ближе с каждым днем. Вот. Просто знай, что психика твоя, она твой проводник. Из нее ты сошьешь вот этот вот ковер-самолет, на котором ты полетишь туда, куда ты стремишься. И этот ковер-самолет может быть даже тем волшебным джином, да, который будет твоим партнером. Окей, ну вот такой вот, давайте перейдем мы к имени и фамилии вашего мужчины. Имя и фамилия. Давайте посмотрим 3 имени и 3 фамилии, возможно. Имя номер 1. Ну, смотрите, здесь может быть буква К, а может быть буква Р. Ну, больше это буква Р. Но и К тоже мы не исключаем. Первое имя на КР, точнее РК. Это буква И или Й, или J. J. J и И. Это имя все еще, да? Ну, может начинаться, а может содержать, да? Ну, и здесь пустая руна, мы ее пропустим пока что. Ну, и имя на букву Д. То есть КР, точнее РК, И, Й и J и Д. Ну, а теперь фамилия. С. М. Мама. Маннас. Ну и Х. Хагалас. То есть С, М, Х и РК, И, Е, J и Д. Друзья, что вы чувствуете после этого расклада? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забудьте подписаться. И пусть ваш путь к вашему мужчине и его путь к вам ознаменуют силы света. И пусть ваша личность, пройдя сквозь боли и испытания, которые вы уже прошли и которые будете проходить, получит тот результат, неожиданный результат, который переродит вас как личность. Вот она карта, которая выпала. Переродит вас как личность и оживит вашу психику, вашу душу, и вы почувствуете бабочки в своєму животі. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. І обов'язково в вашому світі знов з'являться світлі прояви вашого щасливого буття. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і побачимось. Хай щастить, па-па.